Всем привет! С вами, как всегда, я, хуйня из-под коня, и мы продолжаем играть Car Mechanics Simulator 2021. Итак, что, получается, вот мы супрочку подготовили. Я, короче, тут без записи собрал двигатель. Сейчас я вам покажу эту красоту, смотрите. Красота-то какая, лепота. Каждую часть, каждую детальку я красил, бегал, блядь, постоянно, сука, красил. Потом мне не нравились цвета, я потом перекрашивал. Сука, вот этот пластмасс гребаный, вообще мне не нравится этот цвет. Но ладно, другого добиться не получилось, но смотрите, какая красота. Ну что ж, мы приступим, да, и для начала что мы сделаем? Как этот ебаный кантователь? Сними двигатель с кантователя. Да, снимите. Сейчас мы забросим этот движок в нашу супру. А как мы забросим? А вот так. Да. Итак, мы забросили наш двигатель в машину. Не обращайте внимания, что он ни на чем не держится. Он держится на Святом Духе. Так, уберем этот хантователь, он мне мешает. Мы приступим к сборке данного автомобиля. Нет, ну вы посмотрите, я собрал шедевр. Это, сука, шедевр. Это шедевр! Смотрите, какой красивый двигатель. Не зря я мучился целых полчаса с этой хуйней. Ладно, давайте поднимаем нашу хрень. Ну-ка, хрень. Супру. Поднимаем нашу хрень и начинаем ее собирать постепенно, да. Сначала мы соберем ходовочку, модовочку. Ну мы, помните, немного собрали сзади в прошлый раз или позапрошлый раз. В прошлый раз. Мы немного сзади собрали, потому что хотели посмотреть, как смотрятся диски, да. Диски смотрятся у нас пиздато. И сейчас мы выясним, сколько же лошадиных сил. Вот, да, я, кстати, все суппорта покрасил в красный цвет, как и обещал, что у нас ходовочка будет красненькая, да. Я, в принципе, никого не наебал. И ходовка у нас по-прежнему красная. Так, прикручиваем все эти долбаные сайлентблоки, которые я постоянно, сука, забываю. Кстати, как вы могли заметить, мое ебало стало в верхнем левом углу. Да, я перенес свое ебало. Не спрашивайте, зачем, просто так надо. Надо, потому что там мне... Да, короче, мне не нравилось, что мое ебало занимает 90% экрана, и я свое ебало решил понизить свое ЧСВ, нахуй, и убрать немного влево. Чтобы вас не напрягать своим красивым ебалом, да? Ну, теперь, да. Вот. Не знаю, что хотел сказать, но, в общем, так я и сказал, да? Все, что, где, зачем, почему. Это все серьезные вопросы, но нам сейчас не до них, потому что мы собираем машину, да? Смотрите, я настраиваемую коробку взял. Сейчас мы из этой малышки выжмем все, что мы, сука, можем выжать, понимаете? Так, давайте выхлопную систему. Что тут еще у нас? А что я вверх полез? Алло, блядь! Спустите меня вниз. Спасибо, ТКД. Давайте карданчик прикуячим сюда, да? Все это прикрутим. Крутите, на. Мы все болтики прикрутили. Так, ну что, я предполагаю, что нужно ходовку дособирать. Мы, в принципе, здесь уже все установили. Вот давайте стабилизатор воткнем. Ступицы, хуюпицы. Сейчас... блять. Я вечно что-то хочу сказать, забываю, что... Короче, нет подходящих деталей. А почему? А потому что моя дрявая голова забыла собрать амортизатора. Ага, нет подходящих деталей. Ты чё, сука? Ну да, нахрен мне разбирать, если мне надо собирать. Правильно? Правильно. Давайте еще второй соберем. Все. Блять. Мышкой дернулся. Теперь он на нас не докопается, что у нас недостаточно деталей, потому что я их собрал. Докручиваем. Стабилизаторы. Стабилизаторы ставим. Нижний рычаг, вот эту вот всю хуйню, да. Рычажок, сайлентблоки. В этой машине, я вам скажу, до хрена сайлентблоков.
просто огромное, сука, количество. Все? Что здесь? Подшипник воткнуть, и все, и готово, да? Ну, давайте воткнем подшипничек. Колпак ступицы колеса. Ну и, собственно говоря... Ой, подождите, отмена. У нас же спереди стоят не широкие, да? Подождите, я запутался. Я назад воткнул не то колесо. У нас спереди 265 должны стоять, а сзади 305. Я что, сюда не то колесо воткнул? Ну-ка, давайте снимем. Я, походу, не то колесо назад воткнул. Или я облажался, как всегда, и 305, 265, 305, 265. Ну, правильно, вот сзади 305 стоят. Я что-то перепутал. Вот 305 диск, да. А сзади стоят, они пошире будут. Такие широкие, есть же, блядь. Пошире будут, пошире. Их ставим назад. А впереди у нас будут, наоборот, поуже. Почему у меня... Вот, 265, правильно. Все, спереди у нас стоят 265. А сзади стоят 305. Все четко. Так, как вам мои диски? А? Смотрите, пиздата уже выглядит. Охуительно, мне нравится. Гребаный телефон там звонит. Итак, дособируем, да? Ставим ароматизатор. Бля, я хочу посмотреть, на что мы с нее выжмем. Мне очень интересно. Я прям быстрее хочу ее собрать. Чтобы быстренько посмотреть, на что способен данный автомобиль. Я столько мучил. И, кстати, я прокачал детали. То есть там не просто, блядь, детали стоят, а прокачанные детали. Понимаете? Там мощные детали стоят. Это вам не халям-балям, блядь. Это мощный автомобиль. Это спорткар, мать его. Она будет отрывать вообще, блядь. Если она у нас не выжмет. Как... Подожди, вот я опять, блядь, не посмотрел, что я сюда втыкаю. 265, да, правильно. Сюда 265. Спереди колеса чуть поуже. Сзади чуть пошире. Короче, все четко, братан. Все четко. Четко. Езжи, блядь. Так, дособарываем здесь, короче. Так, средний глушитель. На Святом Духе держится. Смотрите, я... Видите вот этот значок? 0,9% увеличения мощности. То есть я собираю мощный автомобиль. Я все, что я нашел по покупке мощное, я это купил. Чтобы это... Даже бензонасос, смотрите какой. И также в двигателе. Там не халям-балям стоит. Этот аппарат должен вообще разрывать нахуй. Все, блядь. Воздух резать он должен, понимаете? Так оно и должно быть. Почему я не могу дотянуться до подшипника? Подшипник, блядь. Сайлентблок. Еще один. Вставляем. Тут. Вставляем. Блядь, я аж только много пищу, что пить захотел. А у меня нет попить. Вика! Все, пизда. Мы умрем от жажды. Так, а что здесь такое? Нравится. Так, давайте все это собираем, короче, уже быстрее. Я хочу уже прокатиться. Крути болтики. Задний ароматизатор, блядь. Рычаги, хуйги. Все ставим. Як, забираем. Клюк. Отлично. Рычаг в задней подвеске. Втыкаем, прикручиваем. Логично. Сайлентблок. А с той стороны я сайлентблок поставил. Ну, вроде поставил, отсюда плохой. Вик, принеси, пожалуйста, водички какой-нибудь. Так, выхлопная труба. Зачем мне выхлопная труба? Мне нужна задняя ступица. Продолжаем. Ставим задний диск. Тормозные колодки. Супер. Ставим, собираем, прикручиваем. Красненький, красивенький подшипничек втыкаем. Втыкнули. Что здесь? Задний ведущий мост втыкаем. Прикрутили. Отлично. Покрышка, диск, все последний ставим. Так. Короче. Челлендж нахуй. Кто посчитает, сколько раз я сказал так в этом видео и напишет в комментариях, тот не получит пизды.
А кто не посчитает и не напишет, тот, соответственно, получит пизды. Итак, дальше. Что у нас тут еще? У нас еще под капотом что-то осталось. А здесь я все дособирал. Но вроде все. Сейчас проверим еще. Ничего зрячного. Да, геймный автомобиль. Отлично, мы не помрем от жажды. Давайте здесь дособираем. Что здесь? Радиатор сразу напал на меня. Говорит, втыкай меня. Гидроусилитель. Втыкаем. Пачок омывателя. Втыкаем. Давайте фильтр дособираем. Давайте сюда. Бери. Фильтр. Воздушная система. Видите, красненький. Мощный. Что? Крышка воздушного фильтра тип А отсутствует. Воздушного. Вот она. Иди сюда. Мне нужны. Ставим. Здесь никаких омутов, хуюхов, ничего такого нету. Что-то я вижу. Есть. Вот он, сука. Спрятался от меня. Думал, я его не найду, да? Вот здесь еще два. Да. Ё. Отлично. Так, давайте усилитель тормоза. ЭБУ двигателя. Тип А. Это типа компьютер. Компьютер двигателя. Так, давайте релюхи повтыкаем. Рели, блядь. Они когда эту хуйню исправят? Еще рели. Тип Б. Все эти предохранители. Вставляем. Да давай. Они, сука, все, блядь, похожи. В каждой машине одно и то же, по-моему. Вообще, блядь, ничем не отличаются. Даже порядок один и тот же. Так, рели типа 1. Ой, типа 1. Вот 3. А, здесь 4. Типа С. Обычно мы ставим 3, а тут 4. Все, вставляем, собираем, закрываем. Закрываем. Все, сюда мы больше не полезем. На это очень надеюсь. Так, блок у меня. О, блядь. Что здесь мы забыли? Гидравлический блок АБС. Без тормозов-то куда мы поедем? У нас тут под жопой сейчас. Я рассчитываю под 400 кобыл хотя бы, я не знаю. Я хочу мощную машину. Дособируем. Аккумулятор ставим. Емкость охлаждайки. Нету, блядь. Емкость охлаждающей жидкости нету, блядь. Емкость, нахуй. Охлаждающей жидкости, блядь. Будет тип Б, блядь. Я хуй знаю, какой она. А нахуй, я угадал. Отлично, ставим. Статус, нахуй. Что мы забыли поставить? Быстро проверяем. Задняя пружина, звено задней подвески. Нормально, блядь. Топливная рампа. Саленблоки. Так, подожди, как в смысле? Мы забыли поставить топливную рампу. А, ты, сука, смотри, в натуре, блядь, спряталась, нахуй. Пиздатая топливная рампа. Так, что там? Он говорит, еще сзади по ходовке что-то забыли, да? Судя по всему, амортизатор с этой стороны не поставили, да? Так, сборка. Подожди, а что, в смысле? Здесь же все стоит. А, вот вижу, саленблок маленький. Не стоит. И звено задней подвески, в принципе, не собрано. А с той стороны собрано. Я хуй его знает. Ну и, естественно, сюда у нас амортизатор ставится. Ставим, блять. Поближе давай. А то что-то неудобно. Но с той стороны я вижу, стоит, значит, только здесь забыли, да? Так, проверяем. Все. Интеркулер большой. Что это за хуйня, блядь? Что такое интеркулер? Что это? Что? Интеркулер, это, короче, по сути, это печка. Наверное. Не знаю. Итак, спускаем. Вроде все забрали. О, у нас, кстати, 10 уровень. В следующей серии мы пойдем в ангар, блядь. Так, да, передний номерной знак и задний номерной знак. Хорошо, я тут купил, короче, вроде японские номера. А, Чина написано. Ладно, будут японские, вот похуй. Будем считать, что это японский номер. Хотя написано Чина, ну ладно. Будем считать, что японские. Иероглифы, конечно, отличаются, но мы типа этого не знаем, мы тупые, все, согласен. Что? Все собрали. Да, блять, ёп, ты, верни меня в двигатель. Я хочу жидкости долить в эту помойку.
Итак. Чуть не перелил, пока пил. Так, сюда долью. Охлаждай-ка. Антифриз. Зеленый, блядь, антифриз. Охуенно. Да вообще зеленый бывает, нет? Я даже не знаю. Масло. Тоже залью. Да, заливайся. Вкусный компот, блядь. Вчера привез груш, нахуй. Сварили компот, блядь. Понимаешь? Вкусно. Так, заливаем гидроусилитель. Давай. Как это долго? Это очень долго. Ненавижу заливать эти жидкости, блядь. Я машину быстрее собираю, чем жидкости, блядь, заливаю. Охереть, потому что. Пойдет, хватит. Короче, все. Все, блядь, все. 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 Выгоняем. О, да вы посмотрите, какая лялька, ёпты-гы-ты, а? А? Сразу. Я даже просто вот так сразу на тестовый трек. Нет, зачем нам тестовый? Зачем нам гоночный? Нам скоростной. Длина 2,2 километра. Выбираем Супру. Нарушены углы. Ёпты-гы-ты, блядь. Да выйдите отсюда. Нарушенные углы. Нам нужно провести диагностическая проверка и улучшение характеристик автомобиля. Это не то. Вот сюда нам, наверное, надо. Нам, наверное, нужно сюда. Геометрия колес. Отлично. Она у нас нарушена. Ага, отлично. Здесь тоже. Отлично, смотрите, все хорошо. Так, отлично, геометрия. Нихуя это завалено было, вы видели? Все. Назад. Да, все отлично. Фары. Отлично. Все, что ли? Типа. Вот еще. Ох, ебать, куда там? Нам небо освещает, ёба. Зачем нам небо освещать? Все, отлично, отрегулируем. Фары отрегулированы, все отрегулировано. Красота, ёпты. Теперь мы можем ехать на... давайте ее сначала, знаете, не на скоростной трек поставим, а на диностенд. Проверим мощность автомобиля. Итак, давайте. Старт. Вы уверены, что хотите приступить к выступлению? Да, я уверен. Начать. Заводская мощность 287 лошадиных сил. Крутящий момент 432. Давай. А что ты? Что? Почему лошадки не растут? О, пошла, родная. Охуеть. 423 лошадиной силы. Вы представляете, чего мы добились? Блять, охуеть. Этот автомобиль порвет все, блядь. Так, у нас еще есть настройка и тюнинг. О-хо-хо. Так, главная передача. Это что значит? Смотрите, мы делаем первую передачу очень длинной, из-за чего она максимальная скорость может... Ладно, хорошо, давайте мы просто поставим где-то, да, на 40 километров будет переклин на следующую передачу. Число передач 7, 8, 9. Нихуя себе, эта коробка на 9 передач, охуеть. Ну тогда оставим вот так. Или как? Нет, оставим 6, нахуй. Короче, в принципе, 4 там с чем-то было. Вот, меня, в принципе, вот это устраивает, да? Крутящий момент здесь, значит, 3,8 или что это? Максимальная скорость 50. На 6 максимальная 246 километров будет. Подождите. 251.
Я, короче, в этом нихуя не понимаю. Ящик с инструментами. Мы в данный момент просто берем эту тачку и едем на скоростной трек. Сейчас мы проверим, сколько она выжмет. Да, поехали. Да, поехали уже. Чё, столько вопросов, блядь, не дают нам съездить на тестовый трек, а? Зараза, сука. Ну? Отлично. Ах, красота. Ну что ж, пацаны, погнали. Ух. Так, коробка, конечно. 6-я скорость. Отлично, 200 мы уже едем. Первая передача у нас короткая. Короче, я предлагаю добавить сейчас еще одну передачу. 242. Все, максималка, стрелка лежит. 242, максимальная скорость. Выходим отсюда. 242 у нас максимальная скорость сейчас была. Сейчас добавим еще одну передачу. Еще одну передачу, я думаю, нужно добавить. Немного увеличить. У нас сейчас короткие передачи стоят. У нас короткая передача, первая, да? Давайте добавим в 7-ю. И немного увеличим время переключения, да? Ну, где-то вот так. Вот так. 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 И 7-ю передачу. Вот здесь поставим. И немного увеличим. Наоборот, уменьшим. Вот где-то вот так вот. В принципе, 300 километров в час мы должны... Так, применить. 300 километров в час мы должны добиться. Давайте еще раз. Да, блин, сколько ж ты вопросов задаешь, чтобы я поехал спокойно на тестовый трек. Не тестовый, гоночный. Не гоночный, скоростной. Погнали. Отлично, отлично, отлично. Пошла, пошла, пошла. Блять, передачи слишком быстро переключаются. Нужно понизить, чтобы оборотов было. Отлично, 7-я. 7-я на 5000 оборотов выдает сразу. Это много. До 4000 нужно скинуть. Слушайте, ну мы почти выжимаем 300 км в час. Охуеть! Почти 293. 293 километра в час. Так, мы сейчас выжмем из нее 300. Я вам, блядь, отвечаю. Сейчас мы настроим. Сейчас мы настроим. Нам нужно повысить обороты. Короче, я нихуя не понял, что сказал, но вы поймете. Передаточное число. Значит, да, нужно немного его понизить. Где-то на 300, да? Это слишком быстро будет переключаться. А что если вот так сделать? Не, мне просто интересно. Давайте вот так попробуем посмотреть, что произойдет. Ну-ка. Да, да, я хочу выбрать автомобиль. Я ухожу поехать. Я хочу проверить, что будет, если мы вообще все выключим, нахуй. Она не поедет, блядь. Что будет, интересно? Ребята, она серьезно, она не едет, вы представляете? Тупая машина не знает, когда ей переключаться. Мы добились 1 километра в час. Я думаю, это охуительно. Мы сейчас выжмем с нее 300 кмч. Тюнинг. Значит, давайте увеличим. Первая скорость. Блять, на 36 километров в час она будет переключаться. Да вы ебанулись, нахуй. На 4000 оборотов давайте поставим. Где-то на полтиннике. Это должна переключаться где-то на сотки, по сути. 160 где-то она здесь должна выжить, по идее. Ну, блядь, здесь что-то настройка какая-то ебанутая. Ладно. 130, да? Это переключение уже на 200 должна быть. Вот. 200 почти. Здесь она уже чуть быстрее пойдет, да? Скорости покороче у нас будут. Она будет переключаться на... Ну, допустим...
240. И шестая передача уже будет переключаться на следующую при 300, допустим, километров в час. И это уже будет переключаться на 400 с чем-то, да, вот так где-то поставим. Смотрите, то есть у нас первая передача будет длинная, последующие начнут быть короткими. И то есть седьмая... Хотя вообще в жизни наоборот должно быть. Первые передачи короткие, а последующие длинные. Ну нет, ну хотя на спортивных машинах тоже могут быть первые 2-3 передачи длинные, а остальные короткие. Ну, в принципе. А в принципе они все могут быть длинными. Да, ладно, давайте на скоростной трек, блядь, поехали уже. Выберем машину. Давайте выжмем. Я хочу 300 кмч. Я хочу 300 кмч выжить с этой машины. Ну что ж, погнали. Фу! С пробуксовкой пошла. Вот, четвертая длиннее у нас передачка. Отлично, пятая пошла. Шестая. Блин, 300 не выжмем опять. Опять не выжмем 300, да? Кончается трек. 4. Мы сделали это. Ровно 300 километров в час. Короче, ребят, я нихуя не понял, как настраивать коробку. Мы вот, блядь, как получилось, так я настроил. Мы сделали это. 300 кмч. Я думаю, это шедеврально. Я думаю, это шедевр. Мы сотворили шедевр, пацаны. Мы сотворили шедевр. Выжили 300 километров. Я думаю, все, нахуй. Больше ничего не нужно с этой машиной делать. Его можно продавать. Обалденная тачка, блядь. Правда, я в нее столько сил вложил. Столько над ней мучился. Но у нас просто шедевральная машина получилась. Давайте ее переставим. Бля, ребят, я даже не знаю, продавать ее или нет. 300 кмч мы с нее выжили. 300 мы выжили. Отлично, отлично. Но она способна на больше. Она способна на больше. А, кстати, у нас же есть еще гоночный трек. Давайте ради прикола проверим, что она сможет сделать на гоночном треке. А там будут другие машины? Я думаю, не будет. Мы будем сейчас как лохи одни ездить на гоночном треке. Это скучно, неинтересно. Давайте попробуем. Нажмите на газ, чтобы начать. Хорошо, давай, погнали. С пробуксовкой у нас первая, да, настроена с пробуксовкой. И прям она выжимает обороты в конец. Это плохо, ее нужно уменьшить. Ух, ёма, а ее заносит на поворотах-то. Нужно притормаживать. Ее прям реально кидает на поворотах, ребят, я вам скажу. Тяжело удержать, ее прям... Жопу прям тянет, ребят, жопу прям тянет. Так, у нас идет длина. Идет длина, отлично, пятая скорость, 200 кмч. Тут сбавляем. Ай. Короче, покоцали нашу новую машину. Я слишком много выжил, надо было раньше тормозить. Но ее тянет, капец, тянет. Жопу кидает прям очень сильно, ребят. Ее сложно держать, ну, короче, не... Ага, отлично. В принципе... Ух. Что я сделал, блядь? Не участвовать мне в гонках. Куда? Налево, направо. Ручник. Так, ручник не трогаем. Притормаживаем нормально. Ой, куда? Уехала без меня машина. А чё? А где круг? Когда кончится? Контрольная 7-я точка. Ух, как меня выкинуло. Слушайте, ну она прет. Ну, с коробкой надо повозиться нужно. Потому что я с коробкой ни хрена не понял, как она здесь правильно настраивается. Где... Так, ребят, кажется, мы проебали. Все. Если бы мы сражались сейчас с реальными ботами, хотя бы, мы бы даже ботом всосали. Все, последняя контрольная точка. Короче, мы сделали круг за... Минута 57 это? Ну да, минута 57. 2 минуты, короче, хуйня у нас получилась. Ладно, я даже не хочу ехать второй раз.
Итак, ребята, отрываем от сердца машину. Но нам нужно ее продать. Нам нужно ее продать. Мне было, правда, очень интересно работать с этой машинкой. Правда, было очень интересно. Но пришло время ее продавать, да. Вы видели, сколько я мучился с двигателем. Вы бы видели. Но я не стал это записывать, потому что это было муторно и долго. У нас красивый салончик. Звук. О, вы слышите этот звук? На спидометре 340, значит, она должна ложить 340, ну и... Блять. 340 она должна ложить. Я даже не знаю, где выжить за нее 340. Жалко, ребят, жалко продавать данный автомобиль. Но что ж поделаешь, деньги важнее, да, так сказать. Деньги важнее. Ну что ж, я думаю, для каждого интересна вкладочка с продажей автомобиля. Но почему-то заводская мощность написана 287. А, вот. Измеряемая мощность 423 кобылы. Вы просто представляете, что мы с ней сотворили? Мы сотворили мощь. У нас стоят все новенькие запчасти. Все новенькое, понимаете? И самая интересная вкладочка для всех нас — это стоимость продажи. Мы наварили на ней 124 косаря просто на этой машине. И мы ее сейчас продадим за 136 тысяч. Я думаю, это охуенный профит. Стоимость деталей 40 тысяч. Стоимость кузова почти 40 тысяч. Тюнинговые детали вышли на 23 тысячи. Премия за состояние 35 тысяч. Купили мы данный автомобиль всего лишь за 11 656 бакарей. Прибыль 124 тонны 500 грубо. Цена продажи 136 100. Ну что ж, попрощаемся с нашей ласточкой. Прощай, Супра. Да. Вот и ушла наша деточка. 169 косарей у нас на балансе. Но это я еще там подзарабатывал мелочи, чтобы мне хватило на ремонт данного автомобиля. Я думаю, это охуенный профит. Мы нихуево с вами поработали. У нас апнулся левел до 10. Я думаю, доступные очки улучшения 3. Здесь за цена 3. Я хочу прокачать скидку, поэтому разблокирую вот эту штуку. И еще нужно будет уровень поднять, чтобы разблокировать еще скидки. Здесь оценка автомобиля можно будет производить. Еще скидки на покупки. И последнее, получить ящик после выполненного контракта. Я хочу вот это вот все прям прокачать. Так что, может, я даже буду набивать специально уровень вне записи. Ладно, ребят, на этом мы закончим. В следующей серии мы попремся в сарай. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, хуяки и подписывайтесь, сука, на канал, блядь. Всем пока.